Приветствую, меня зовут Евгений, я физический терапевт. Часто болью в пятку является пяточная шпора. Что же это такое? Это образование костного нароста на нашей пяточной кости, который воздействует на ближайшие мягкие ткани и создает болевые ощущения в области пятки. Основными причинами пяточной шпоры есть избыточный вес, долгая статическая нагрузка на нашу стопу, чрезмерное напряжение при физических нагрузках на тренировках у спортсменов, также неудобная обувь и самое главное это неправильная работа мышц голени, которая влияет на нашу стопу. Для лечения пяточной шпоры используют упражнения, ударно-волновую терапию, массажи и также тейпирование. А сейчас мы с вами перейдем к упражнениям. В большинстве случаев самомассажа для нашей стопы и голени и упражнений будет хватать для того, чтобы уменьшить болевую симптоматику и максимально замедлить развитие пяточной шпоры. Первое упражнение. Мы становимся одна нога немножко назад, другая вперед. И делаем плавные движения вперед, назад. Главное, не отрываем стопу от пола. Так можно делать по 15-20 перекатов, по 2-3 подхода. Желательно делать 2 раза в день, не меньше. Второе упражнение. Для этого упражнения нам понадобится фитнес-резинка. Если у вас ее нету дома, можно использовать обычное полотенце. Мы делаем натяжение стопу на себя, от себя, на себя, от себя. Когда тянем стопу в свою сторону, задерживаемся на пару секунд, чтобы растягивать подошвенную фасцию и нашу икроножную мышцу. Такое упражнение делаем по 15-20 повторений, тоже желательно 2-3 круга и пару раз в день. Для третьего упражнения нам понадобится какое-то невысокое приспособление. Можно найти или какой-то куб, если у вас есть невысокая коробка, либо же несколько книг. Ставим носок на них и делаем наклон вперед. Таким образом мы растягиваем нашу икроножную мышцу, камбаловидную мышцу, наше ахиллово сухожилие, и оно распространяется, тянет нашу подошвенную фасцию. И так стоим около 30 секунд, если легко, то минуту. Так повторяем 2-3 круга. Для самомассажа нашей фасции стопы и мышц стопы идеально подойдет специальные мячи для этого. Но если у вас такого нет дома, можно использовать обычные теннисные мячики. Берем мячик и начинаем катать нашу подошвенную фасцию. Вперед-назад. Также можно делать поперечные, кругообразные движения. Но больше всего уделяем продольным движениям. Также, если у вас нет специального мячика, подойдут различные формы, как круглые различных форм, также и плоские в виде цилиндра. Если у вас таких нет, в домашних условиях можете использовать бутылку. Также важно проминать и своими руками нашу стопу. Первое, что мы будем с вами делать, ставим чуть ниже пятки наш большой палец, либо те, которым вам удобно, либо несколько других. И делаем кругообразные проминания в этой области. Так делаем несколько минут, желательно до 5 минут делать. Также важно потом натягиваем на себя пальцы и второй рукой делаем от пятки до наших косточек продольные выжимания. Так мы повторяем тоже несколько минут, потом даем стопе отдохнуть и повторяем еще раз. Рекомендую делать данный комплекс упражнений и самомассажа 2-3 раза в день, не менее чем несколько месяцев, для того, чтобы вы почувствовали и увидели действительно явный результат, поскольку эта проблема приобретается не за один день и не решается тоже за один день. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии.